Всем привет! Это Лисья нора, меня зовут Александр, и сегодня мы с вами будем исследовать немецкую фортификацию на реке Мга, а именно бетонную, очень необычную бетонную стенку с амбразурами для противотанковых орудий, которую немцы здесь возвели в 1942 году. Сейчас я стою на дороге, которая соединяла деревни Аломна, вот там вот на севере, и Костово, вот там вот на юге. Сейчас эта деревня называется Костуя. Эта дорога была единственной магистралью, которая проходила по этой местности. Местность здесь очень-очень сложная. В каком плане? Здесь сплошные леса, между лесами болото. Наступать было практически возможно только вдоль дорог. В начале 1942 года советские войска перешли через линию железной дороги Мга-Кириши в районе поселка Погостье. Поселок был захвачен, это стоило нам больших жертв, но тем не менее, как бы пролом в линии немецкой обороны был достигнут. Часть железной дороги осталась за нами. Через железнодорожную насыпь стало возможно переправлять танки, направлять подкрепления, снабжать ушедшие вперед части. Следующим пунктом наступления была деревенька Виняголово. Она располагается на этой же самой дороге, где-то километрах в 5 отсюда, вот туда вот на север. Сзади меня находится деревня Костово. Так вот, если бы нашим войскам вдоль вот этой дороги удалось прорваться от Виняголова на Костово, там уже совсем немножко оставалось до Любани. Почему так важна была Любань? Потому что с другой стороны к Любани подходила от печально известного Мясного Бора печально известная вторая ударная армия. Она Любань взять не смогла. Но тогда, в начале 1942 года, про это никто даже помыслить не мог. Наступление развивалось успешно. Вроде как все уже почти было в наших руках. Достаточно было взять Любань второй ударной армии с запада, а 54-я армия отсюда, через Погостье, через Виняголово, могла бы пробиться к Любани с другой стороны, и весь немецкий фронт армии рухнул бы, и блокада Ленинграда таким образом была бы снята. Именно к этому здесь и стремились советские войска. Немцы прекрасно понимали, чем им грозит прорыв советских войск. Поэтому дорога вот эта вот, она была укреплена как только возможно, всеми силами. Здесь находилась довольно сильная артиллерийская группировка. Здесь было довольно много солдат. Благо, что дорога частично идет по возвышенности. И в этих возвышенностях возможно было строить блиндажи, в то время как советским войскам наступать приходилось в основном по болоту. И вот эти вот огромные болота, вот с той стороны Макарьевская, они, разумеется, очень сильно замедляли темп наступления, а в некоторых случаях вообще делали его невозможным. Попытки прорваться через болото были, но они не привели никаким положительным для советской армии результатом. Одной из наиболее уязвимых точек была вот местность, где мы как раз сейчас находимся. Потому что где-то вот там километрах в 2 перекресток лесных дорог. С одной стороны дорога отходит на монастырь Макарьевская пустынь, с другой стороны на деревню Костуя. Этот перекресток нужно было удерживать, ну, не то чтобы любой ценой, но его падение однозначно означало прорыв немецкой обороны в этом секторе. Его и держали. Для того, чтобы его удержать, немцы построили здесь довольно уникальную, по крайней мере, я таких больше не знаю, довольно уникальное фортификационное сооружение. Бетонную противотанковую стенку. Пошли смотреть.
Ну что же, вот мы и добрались. Вот она, стенка. Вот. Как видите, надежно перекрывает дорогу. Построена она довольно своеобразно. Делался бревенчатый сруб. Дальше в этот сруб заливался бетон. Бетон твердел, и таким образом получалась такая слоеная конструкция. Середина из бетона, а по краям бревна. Бревна сейчас, естественно, сгнили. Ну и стена приобрела вот такой вид ребристый, как мы видим сейчас. В стене амбразуры для стрельбы из пулеметов. В стене амбразуры для стрельбы из противотанковых орудий. Там такие специальные дворики для противотанковых орудий есть. И, наконец, перед стеной ров. А там, где как бы гребень этой стены, там еще и колючая проволока была натянута. Там ее кое-где следы видны. Здесь дворик для стрельбы из пулемета. Пулемет стоялся вот здесь, вот тут амбразура. Ну и можно было стрелять куда угодно. Я сначала подумал, что здесь стояла противотанковая пушка, но сейчас думаю, что все-таки нет. Все-таки, наверное, пулемет. Потому что маловат совсем дворик. Стена не целиком бетонная. В ней есть довольно большие участки, представляющие себя просто земляной вал. Отдельные бетонные блоки, они вот там чуть дальше стоят. И, судя по всему, это сделано было просто для того, чтобы ускорить и удешевить строительство. Промежутки между блоками, ну, никак не больше 150 метров. В любом случае, они огнем прикрываются, и здесь, ну, не так-то просто пройти. А вот тем вот флангом эта стена упирается прямо в реку Мгу. А вот с той стороны большое болото. Таким образом, можно уверенно сказать, что немцы очень хорошо укрепились здесь. И вот эта вот стена, которую все называют, ну так как-то исторически сложилось, противотанковая стена на Мге. Я не уверен, что она была чисто противотанковой. То есть противотанковые пушки здесь стояли, да? Но судя по тому, что здесь было довольно много амбразур для пулеметов, она предназначалась прежде всего для того, чтобы отсечь живую силу. Собственно, это последний бетонный блок. Он стоит на самом берегу реки, дальше Мга. Вот, все, стенка кончилась. Боев здесь не было. Эта стена, она так и осталась, в принципе, не задействованной, потому что немцы отсюда ушли уже в рамках общего отступления, уже в 1944 году, в январе, когда оборона была прорвана в районе Ропши. Оставаться здесь никакого смысла уже не было. Блокада Ленинграда была снята. Нужно было отходить. Отходили немцы на линию Пантера в Псковской области. Так вот, в несколько перекатов. Ну, а здесь все бросили как было. Вот, кстати, живое подтверждение того, что здесь боев не было. И заняться тоже было особо нечем. Остатки немецкой винной бутылки. Вот так. Фух. Ну, не буду никого обманывать и говорить, что про эту стенку я узнал только сегодня. Естественно, я про нее знал давно. И вообще объект этот довольно известный в военно-исторических кругах. Известный, интересный и часто посещаемый разными автомотоэкстремалами. Вот для этих экстремалов, ну плюс для охотников, здесь есть стояночка. Стояночка так и называется, стенка. Ну а теперь, раз уж мы в целом съемки закончили, я с вашего разрешения поем. Потому что не ел я целый день. Дорога была напряженная, съемка была тоже напряженная. А это, кстати, моя первая съемка. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. А если не понравилось, ну не стесняйтесь сказать в комментариях, что именно вам не понравилось. И я все улучшил. С вами была Лисья Нора. Всем 5. Хорошо в лесу. Что, снимаешь, что ли?